Снова Еленя Гур, регион Силезия, Польша. И мы продолжаем гулять по самой крутой ярмарке в этом регионе. Да, пожалуй, и во всей Польше. Приветствуем всех на канале «Фарфор Европы». А если вы еще не видели первую часть нашей прогулки, приглашаем посмотреть. Ссылочку на видео найдете в описании. Наткнулись на интересный стол. Стеклянные рыбы по 220-230 злотых – это вряд ли стекло с острова Мурана. А хотите узнать, как выглядит настоящее венецианское стекло? Мы показываем невероятно красивое муранское стекло итальянского мастера Фульвио Бьянкони в наших видео с международной ярмарки в Парме, Италия. Но не только стеклом богат этот стол. Чудесный, изысканный сервиз от Фюрстенберг. Такой сервиз называется Афина. Уже положили глаз на этот сервиз, но выяснилось, что, к сожалению, один из предметов с реставрацией. Продавец сказал, что поэтому и продает сервиз дешевле рыночной цены, ведь в Германии один только кофейник из сервиза Афина стоит 800 евро. Очень жаль, будем искать такой сервиз без дефектов. В первой серии нашей прогулки по ярмарке мы показывали сервизы Розенталь Помпадур и волшебная флейта, а тут тарелки Розенталь всеми любимой формы Мольер, богато декорированная золотом. Эта тарелка сразу притягивает взгляд. В центре великолепный майсенский букет и богатая золотая кайма. А вы знали, что бывают и трио Розенталь Мольер? Главная особенность серии Мольер – сквозные узорчатые отверстия по краям тарелок, а также изящная рельефная кромка, часто покрытая золотом. На боковых сторонах чашки резервы окошки как раз имитируют прорезной фарфор, поддерживая декор на тарелке. Очень хотели приобрести это трио, но не сошлись в цене. Будем искать. Великолепие изумительного фарфора подчеркнут элегантные столовые приборы, а когда речь заходит о безупречной сервировке, на ум сразу приходит французский бренд «Кристофель». Столовые приборы от «Кристофель» – это легендарная французская роскошь. Бренд существует уже почти 200 лет. «Кристофель» считается эталоном роскоши и французской утонченности. «Кристофель» – это символ изысканного вкуса. В 1830 году парижский ювелир Шарль Кристофель возглавил небольшую семейную ювелирную мастерскую. Прорывом стал выкуп патентов на новые методы золочения и серебрения методом гальванопластики. Это позволило создавать роскошные предметы из недрагоценных металлов, покрывая заготовки тончайшим слоем серебра и золота. Это комплект десертных вилок от Кристофель, серия Мальмезон. Богатая позолота и идеальное состояние. На интернет-площадках одна такая вилочка стоит более 350 евро. Кристофель – это роскошь. Ярмарка в Еленей Гуре проходит 2 раза в год, и продавцы привозят сюда свой самый лучший товар. На маленьких барахолочках в Европе не встретишь и 10-й доли таких красот и чудес. Великолепная мокка-пара с золотым нутром – это, конечно, Розенталь Помпадур. Давай, фокусируйся. Такая очаровательная малышка стоит более 200 евро. А сколько же будет стоить большое чайное трио с золотым нутром? Крайне редко встречается. Как попадется, обязательно покажем. Этот стол сплошь уставлен роскошными коллекционными мокка-парами. Какое чудо! Это же культовая модель 656 от Розенталь. Коллекционерам она также известна под названием Канова.
Модель 656 была создана на фабрике Розенталь в Зельбе в 1910 году. Она стала символом и ярким воплощением европейского арт-деко. В отличие от классического белого фарфора, модель 656 от Розенталь известна своими роскошными вариантами декора. Вот здесь мокапара декорирована внутри золотом, а снаружи серебром. А в нашей коллекции есть такая модель, декорированная серебром в технике Silver Overlay. Из-за хрупкости и миниатюрных размеров оригинальные редкие мокапары в хорошей сохранности представляют высокую коллекционную ценность. И даже более того, их рассматривают как инвестицию, поскольку цены на такой фарфор постоянно растут. У нас есть видео «Фарфор как инвестиция». Приглашаем посмотреть, и вы поймете, почему цены на фарфор устремляются в космос. Конечно, мы кое-что приобрели. Следите за распаковками, обязательно покажем. Роскошный антикварный сервиз с нежным цветочным декором тоже от Розенталь. Очень похоже на коллекцию Людовик XIV. Конец XIX – начало XX веков. Изящные изогнутые ручки с позолотой и витиеватые пимпочки на сахарнице и на кофейнике. Рядышком кофейный сервиз, декорированный в технике Silver Overlay. Фарфор от Томас, а серебряную накладку выполнили в ювелирной мастерской Манфреда Вейля. Декорирование фарфора серебром характерно для эпохи ар-деко и ар-нуво. Мы рассказываем о технике Silver Overlay в нашем видео. Ссылочка, как обычно, будет в описании. В отличие от тонкого напыления или росписи серебряной краской, в технике Silver Overlay создается прочный рельефный металлический узор, который буквально врастает в поверхность фарфора. О подробности технологии мы рассказываем в нашем видео. Если вы видите фарфор, декорированный в технике Silver Overlay, скорее всего, это фарфор от Розенталь, Хученхойтер, Томас, Каутхайм, Рикардо Джинори. Ведь для декорирования серебром ювелирные мастерские выбирали фарфор премиум-класса самого высокого качества. Под впечатлением от красоты, очарованные, околдованные, мы решили сделать перерыв и зайти перекусить в итальянский ресторанчик. А там люстры Мурано. Никуда не спрятаться от красоты. В наших видео с ярмарки в Парме мы уже показывали муранское стекло. Его еще называют венецианским. А если вы еще не видели наши видео с ярмарки Мерканте ин Фьера в Парме, обязательно посмотрите, там много эксклюзивной красоты. А люстры из муранского стекла – это символ роскоши и статусный предмет интерьера, полностью ручная работа. Сделать две абсолютно одинаковые люстры просто невозможно. Такие люстры часто создаются на заказ для конкретного интерьера, чтобы подчеркнуть статус и изысканный вкус владельца. Вполне возможно, что именно эти люстры делались на заказ для итальянского ресторана в Елене Гуре. Мы не уточняли. Подкрепившись, мы пошли дальше искать сокровища на ярмарке и наткнулись на такого крутого оленя. Олень-рокер, играющий на электрогитаре. Пан, стоящий рядом со своим товаром, рассказал, что у него уже несколько человек хотели купить этого оленя и возмущались, почему не продает. А этот олень из бронзы – одна из мини-скульптур оленей, символов города Елена-Гура и часть шлаку-елонков, то есть оленьей тропы. Бронзового оленя-рокер нельзя было купить, но зато можно было приобрести такие впечатляющие вазы из фарфора, декорированные бронзой. Союз фарфора с бронзой стал эталоном роскоши,
еще в XVIII веке. Нам встретились французские флакончики для духов. Стекло и хрусталь декорированы серебром. На первом флакончике изящная фигурка девушки, на втором букет цветов, а на третьем выразительная трильяжная сеточка. Когда-то ароматами из этих флакончиков наслаждались дамы из высшего общества, а сегодня парфюмерные флаконы имеют высокую инвестиционную ценность. Интересный факт. На аукционе во Франции флакон духов Герлен 1870 года когда-то был продан за 45 600 евро. А вот еще маленькие дамские радости. Винтажные клипсы от Нина Ричи в виде двойных шляпок. Это редкая и более сложная вариация классической шляпной серии бренда 1980-90-х годов. Композиция состоит из двух миниатюрных шляпок на каждой клипсе. Верхняя шляпка закреплена на основании, а нижняя слегка покачивается при ходьбе, создавая чарующий эффект. Продавец оценил такие клипсы от Нина Ричи в 250 злотых, это примерно 60 евро. А эта парочка от фарфорового завода в городе Коростень. Примерно 60-е годы прошлого века. Автор – скульптор малых форм Валентина Трегубова. Возможно, автор вдохновлялась работами Натальи Данько. Стойкая ассоциация со знаменитой кружкой «Голова восточной женщины», также известной как молоко. Если правильно помним, продавец оценил эту пару кружек что-то около 100 евро. Эта удивительная тарелка выполнена в технике пат-сюр-пат, дословно с французского «масса на массе». Это сложная техника декорирования керамики. В отличие от обычной росписи, изображение формируется за счет толщины и объема самого фарфора, а не с помощью красок. Роспись выполняется шликером. Это смесь белой глины, воды и добавок, который наносится на необожженное или обожженное цветное изделие, обычно синего, зеленого или терракотового цвета. В результате получаются изящные полупрозрачные камеи с мягкой игрой света и тени, напоминающие барельеф. Это антикварная тарелка из Австро-Венгрии. Хотите увидеть, как технику пат-сюр-пат применяли на Майсине? Посмотрите наше видео с аукциона. Ссылочку найдете в описании. Традиционно считается, что осенняя ярмарка сильнее весенней. Но этой весной мы увидели так много интересного, что даже 2 серий мало. Будет еще и 3. А напоследок покажем одну из наших покупок. Пока мы несли ее в руках, нам 3 раза предлагали ее выкупить. Вот так вот. Пока-пока. Увидимся.